Назад со скрипом. Машины стонут, когда едут назад. А их владельцы, когда это слышат? Дополнительная опция владельцев «Шевроле» досталась бесплатно. Но отказаться от нее нельзя. О чем поют тормоза машины за 650 тысяч рублей? Давай еще назад. Этот звук для водителей «Шевроле Круз» уже стал привычным, как предупреждающий сигнал. Его слышно каждый раз, когда машина едет задним ходом. Сначала ничего не было, все нормально, потом я услышал при торможении сначала скрежет какой-то появился, потом все больше, 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 и в итоге появился гул. При движении назад такой звук, как будто бы фура останавливается. Обсуждать неисправность питерские владельцы начали в интернете. Но звук по сети не послушаешь. Активисты форума встретились, чтобы убедиться. Скрипит у всех. Ни в договоре, ни устно никто не говорил, что у данного автомобиля такая особенность, что гудят саппорта. Обратиться к частным мастерам автовладельцы не могут. Все машины недавно куплены и еще на гарантии. Но и гарантийный сервис проблему не устраняет. Официальный дилер берет 2000 рублей за диагностику, говорит, что у вас все в порядке, отправляет. А смысл мне платить деньги? Я просто жду, что этой проблемой займутся те, кто обязаны заниматься, и сделают не все по гарантии. Почему я на новой машине, на своем автомобиле, купив его за 650 тысяч рублей, должен ездить по гаражам, когда у меня есть гарантия? С официальными представителями у многих членов «Шевроле-клуба» сложились уже тесные, но не дружеские отношения. Переписка длится месяцами. Хотелось бы особо отметить, что неисправности тормозного механизма в данном случае никакой нет. На эффективность торможения и безопасность движения этот скрип никак не влияет. В российском представительстве компании заявили, что о проблеме знают. Тормоза инженеры проверили, но источник звука не нашли. О претензиях российских владельцев уже поставили в известность руководство автоконцерна. GM над проблемой работает. Как только будет готово решение, мы об этом, скорее всего, сообщим дилерам в любом случае. И люди смогут подъезжать для устранения. А пока крузоводы устраивают необычные соревнования по автозвуку. Собравшись вместе на этой площадке, они не только обсудили, как быть дальше, заодно и познакомились лично.